Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале, и сегодня мы поговорим о спатифилуме. Спатифилум считается неприхотливым растением, тем не менее, если уход за ним будет организован неправильно, то он может заболеть. Какие основные рекомендации? Температурный режим. Летом не больше 30, зимой не ниже 16 градусов. Освещение. Считается, что спатифилум может стоять в тени, но тем не менее все-таки ему нужно яркое освещение. Единственное, чего он не выносит, это прямые солнечные лучи. У листьев может получиться ожог. Смотрите, вот это растение прошлым летом стояло на балконе, северной части. Солнце на него попадало лишь рано утром и поздно вечером. Тем не менее, листики получили ожог. Вот, посмотрите, это видно сразу. Такие белые пятна на листьях, на этом листике. Сейчас еще покажу. Вот такой. Поэтому спатифилум можно держать не на подоконнике, а где-то в глубине комнаты. Но, тем не менее, в комнате должно быть светло. Влажность. Спатифилум – влаголюбивое растение, поэтому ему нужна влажность повышенная. И когда у нас в помещении сухо, особенно зимой, необходимо его опрыскивать каждый день. На сухость спатифилум реагирует засыханием кончиков. Вот на этом же листике можно показать. Вот такой кончик. Вот здесь тоже, вот здесь. То есть, к сожалению, в условиях квартиры с этим бороться тяжело, поэтому по весне можно просто аккуратно эти кончики ножничками отстричь, и их не будет видно. Спатифилум обитает во влажных лесах, по берегам рек, поэтому ему нужна постоянно влажная почва. Многие, когда слышат слово «постоянно влажная», считают, что, трогая сверху землю, она должна быть мокрая. Это не так. Когда мы говорим постоянно влажная, это значит, мы не должны давать земному кому внутри горшка полностью пересыхать. Сверху он должен просохнуть. Очень большая проблема в цветах, которые любят влагу, это их перелив. Вот я специально принесла пример такого растения, которое перелили. Симптомы перелива. Кончики начинают также становиться сухими, как и в случае сухости воздуха, но от основного листа их начинает отделять такая еще желтая полоска. Это первый признак перелива. Далее листики начинают вот так желтеть, но неравномерно. Вот сейчас поближе покажу. Вот на этом хорошо видно. Такая появляется мозаичность, то есть неравномерная желтизна, а вот желто-зеленые такие пятнышки. Ну, правда, на мозаику похоже. Вот. Дальше, что видно также по этому растению? У него не появляются новые листики. То есть вот оно растет, уже весна, оно сидит без движения. То есть видно, что все эти листья прошлогодние. Как проверить влажность почвы и как не перелить растение? Первый способ – просто сверху взять и потрогать пальчиками. Если не хочется пачкать пальцы, можно взять деревянную палочку. Втыкаем в землю. Вот и смотрим. Достаточно влажная земля, поливать не нужно. Также можем это проверить. Втыкаем палочку. То же самое, влажно. То есть, когда воздух сухой в помещении, особенно зимой, вот весной еще пока отопление есть, верхний слой земли очень быстро отдает свою влагу в воздух и высыхает, буквально полсантиметра. Все остальное внизу еще остается мокрым. Поэтому нужно глубже опускать палочки, вот сантиметра 3, и смотреть, высохло или нет. Второй способ, как проверить, насколько земной ком просох, это просто взять и поднять горшочек. Особенно это легко проверить, если горшочек пластиковый. То есть, если он просох, горшок будет очень легкий. Если он мокрый, горшочек будет тяжелый. Просто для интереса, когда польете, поднимите, сравните какой он и проверьте это через день-два.
Если все же так случилось, и вы перелили растение, и оно уже вот начало болеть, листики желтеют, его обязательно нужно вытащить из горшка, стряхнуть от земли, удалить загнившие корни, если они есть, и пересадить в новую землю. Чуть позже мы этим и займемся. О пересадке. Пересаживают обычно растения разросшиеся, если им уже тесно в горшке, либо если вот как в этом случае, как я считаю, растение с виду здоровое, листики растут вверх, зелененькие, глянцевые, все в порядке, но не цветет. То есть растению все-таки не хватает каких-то микроэлементов, земля уже истощена, и лучше ее заменить. Есть у меня еще один экземпляр, третий, вот он. Вот он даже цвел, вот я не стала срезать цветочек. У него растут новые листики, вот здесь видно трубочку. Но что мне в нем не нравится? Есть вот такие закрученные листья, вот, почему-то он закрутился. Здесь тоже с этой стороны такие же вот, какие-то маленькие, здесь тоже пожелтевшие. То есть вроде в целом неплохо, но какие-то моменты есть. Если вы купили цветок или вам кто-то отдал, и с ним все в порядке, он цветет красивый, можно его не трогать. Но если вам уже что-то не нравится, не цветет, листья какие-то не того цвета, не той формы, и тем более, если они вот такие желтые, то есть цветок всем своим видом уже кричит: посмотрите на меня, обратите внимание, такие цветы, конечно, нужно пересаживать. Давайте подготовим грунт для пересадки спатифилум. Какой он нужен? Почва должна быть нейтральная. Если не хочется особо заморачиваться, то можно купить универсальный почвогрунт для цветов и все, больше ничего не добавлять. Вот. Ну, если хочется прям заморочиться, то можно вот воспользоваться моим рецептом. За основу я возьму тот же самый универсальный грунт для цветущих. Вот так, 15 лопаток универсального грунта. Далее я добавлю биоперегной. Пять лопаток биоперегноя. Дальше древесный уголь. Раз. Ну, будем считать, что 2 лопатки. Сосновая кора. Тоже замерю. Вот так, да, раз. Вот, будем считать, что 2. Итак, 15 лопаток универсального цветочного грунта, 5 лопаток биогумуса и по 2 лопатки угля и сосновой коры. Вот что у меня получилось. Давайте начнем с самого болезненного растения. Горшочек тяжелый. Так, сюда поставлю, чтобы было видно. Здесь такая система, я так понимаю, кашпо. Так, все понятно. Здесь полгоршка воды. Смотрите, как корни все пролезли. Угу. Так, сейчас вытащу, вот сюда поставлю, пусть стекает. Вот смотрите, сколько здесь было воды. То есть, если у вас такие горшки, следите за ними, такую воду лучше сливать. Что хочу показать, если видно, не знаю, на камере, покажу сейчас так. Несмотря на то, что это в горшка были ножки, там было столько воды, что она стояла вот так, вот видно, что он мокрый. Вот до сюда. То есть вся вот эта часть растения была в воде. Такого, конечно, быть не должно. Эти корешочки придется обрезать, чтобы вытащить растения, иначе ничего не получится. Ну, на удивление, они белые, и, по крайней мере, здесь, которые были в воде, а не в земле, они не гнилые. Посмотрим сейчас, что происходит внутри горшка. Так, я сейчас так палочкой по стеночке
пройдусь. Очень плотно здесь все. Чувствуется, что втыкается в корни. Придется вытаскивать так. Слегка потянули с одной стороны, с другой, там все вросло. Так, есть. Вот они, корешочки. Ну, на удивление, они беленькие, что очень радует. Я хочу разделить этот цветок пополам, рассадить его в 2 горшка. Пытаться расплести вот эти корни очень аккуратно абсолютно бесполезно, поэтому просто берем нож, находим расстояние между вот этими розеточками, между ними, то есть чтобы не поранить саму розетку, не по ней прорезаться, а именно вот ищем между ними части, вот так, вот. Видно? И берем нож и просто как торт режем. Так, я закончила с делением куста. Здесь очень даже грязно получилось из-за того, что земля была вся просто вот в воде. Сейчас я немножечко тут наведу порядок, и мы продолжим с посадкой их в новые горшочки. У меня все готово для посадки спатифилума в горшочек. Нужно примерить, конечно, сначала, подходит, нет, помещается. Ну, вот не совсем помещается. Очень много здесь земли надо будет убрать, так что я его пока отставлю, потом отрежу. Посмотрим, что с этими 2 частями. Землю нужно еще чуть-чуть стряхнуть. Вот здесь это сделаем. И часть нижних корешочков тоже придется отрезать. Как они, вот эти части у нас прорастали прям в ножки туда горшка. Сейчас они немножко не помещаются. Их я уберу. Тут опять будет грязь. Так, уже лучше. Здесь то же самое. Эти закрученные корешки из ножек предыдущего горшка я отрежу. Итак, на дно дренаж. Много не стала сыпать, иначе мой цветок не поместится. Немного земли. И высаживаю растения.
первый готов. Я его потом помою, горшочек и листики. Так, теперь разбираемся со вторым. Ну вот, второй цветочек тоже готов. Пока в сторонку. Давайте посмотрим, что с остальными. Просто достанем, глянем, что там с корнями ради интереса. Так, вот этот. Так, он сухой, вытаскивается легко. Вот, корешочки такие у него уже немножко подсохшие. Здесь я срезать ничего не буду, землю стряхивать тоже не буду. Просто сейчас, пока есть возможность, вот эти все коротенькие остатки и сухие уберу. И потом просто пересажу в новый горшок. Если уже не будет опять помещаться, тогда и буду уже обрезать корни. Так, ну вот, с предварительной подготовкой все закончено. Беру горшочек, примеряю. И немножечко у меня вот здесь не помещается по глубине. По глубине будет подходить. Поэтому я с одной стороны корешочки ему подрежу. Немножко стряхну земли. Можно и сверху, кстати, сразу вот так убрать старый грунт. Не нужен он совершенно здесь. Этот горшочек сам по себе больше предыдущего, но за счет этого отверстия для индикатора уровня воды при автополиве часть растения не поместилась. Ну вот так. На дно дренаж, который шел вместе с кашпо. Можно даже не сыпать на дно землю и сразу ставить растение. Все, присыпаем свежей землей. Так, этот готов. И остался последний. Давайте взглянем, что здесь. Так. Здесь тоже уже очень много корней. Посадить я его хочу горшочек поменьше, поэтому вот этот хочу отделить. В принципе, он даже сейчас легко. Можно будет, наверное, без ножа обойтись. Так.
Я считаю, что для такого количества розеточек вполне должно хватить вот такого горшка. Остальные корни можно удалить. Пихаем старую землю. Не боимся удалять эти корни. Смотрите, почему здесь столько мало листиков и столько много корней. Вот розеточка. Вот видно, что была розеточка. По какой-то причине листья срезали, но розетка осталась. Вот даже пошел молодой. Ну и, соответственно, все корни, которые были, тоже остались. Вот, поэтому это, конечно, лучше отсюда убрать. Ну вот они, все корни, которые должны быть на этом растении. Все остальное не нужно было. Все равно мы часть отрежем. Так, все чудесно. Сюда сейчас все поместится. Такой горшочек глиняный. 3 варианта сегодня горшков у меня было. Керамический, пластик. В принципе, какой-то особой рекомендации, какой именно горшок выбрать, у меня нет. Какой бы вы ни выбрали, главное следить за состоянием почвы внутри этого горшка. Так, опустили корешочки и пересыпаем остальной землей. В конце видео я сделаю небольшое слайд-шоу, что было, что стало. Посмотрите, скажете, что вам, какой вариант вам больше понравился, в каком горшочке. С этим растением тоже все. Что я сейчас делаю? Еще раз по всем растениям пройдусь. Обрежу сухие кончики, если что-то вот осталось, как вот здесь, засохший цветочек. Затем помою горшочки, которые запачкались, и листики. И еще скажу пару слов по уходу. Я закончила приводить растения в порядок. Давайте посмотрим, что получилось. Так, вот первый горшочек. Так, покручу его. Вторая часть этого растения, вот она. Эти растения, конечно, выглядят сейчас не очень красиво из-за своих желтых листьев, но я думаю, по мере того, как они будут приходить в себя потихонечку, новые листики начнут расти, старые можно будет потихонечку удалить. Так, это второе растение, которое я пересадила. Я пересадила его в кашпо с автополивом. Вот, отстригла кончики сухие, удалила здесь сухие веточки. Получилось вот так. Так, ну и последний, который у нас был, вот такой, в глиняном горшочке. Кстати, мне он сейчас нравится больше всех.
Конечно, когда они начнут цвести белыми цветами, будет очень красиво, белый горшок, белые цветы. Но вот в данный момент, когда просто еще зеленые листики такие, вот глиняный горшочек смотрится очень красиво. Эти растения, которые были залиты, поливать дней 5 не нужно. Затем можно попробовать чуть-чуть полить. Если вода очень быстро выльется в поддон, значит это пока лишнее. Опять оставляем дня на 3-4, поливать не надо. Если при небольшом поливе вода в поддон не слилась, то значит все в порядке. Дальше стандартный полив, то есть просохла на 3-4 сантиметра земля, поливаем. Эти растения я сейчас полью, потому что они были сухие. Как сохранить влажность сверху, чтобы земля очень быстро не засыхала на поверхность? Один из способов — это положить мох сфагнум. Прямо вот сюда берете и вот так вот вокруг укладываете. Ну, чтобы мох удерживал влагу, он должен быть и сам мокрым. Поэтому во время полива его нужно тоже стараться увлажнить. Туда в серединку его можно. Вот так. Вот на фоне глиняного горшочка смотрится очень симпатично. Ну, вот таким образом. Поливаем еще раз сверху по мху. И он останется влажным и сохранит влажность на поверхности. Кашпо с автополивом. Что хорошо? Можно налить воду в поддон и уехать куда-нибудь на пару недель и не беспокоиться о поливе растения. Но важное правило, которое, в принципе, и производитель указывает на своем сайте, растению нужно дать время, чтобы корни проросли вниз. Иначе смысла автополива никакого не будет. Корни просто не достанут до дна. Поэтому нужно месяца 3, 2-3 дать растению, чтобы оно проросло до самого дна кашпо. А затем уже начинать пользоваться системой автополива. Но вообще я считаю, что лучше поливать спатифилум, по крайней мере, сверху, пользоваться этим только во время отпуска. Второй способ увлажнить земной ком сверху — это его опрыскивать. То есть, допустим, вы полили там 2 дня назад, чувствуете, что земля внутри еще сырая, сверху сухая, тогда можно, опрыскивая листья сверху, вот туда в розеточке вот так побрызгать. Я делаю именно так. Вот так по розеточкам. То есть мы землю сверху не мочим особо, но вот эта влажность внутри какое-то время будет сохраняться. Недель через 6, я думаю, уже будут видны какие-то результаты. Обычно я выкладываю фото до-после, какие изменения происходят с растениями, с которыми я что-то делаю на видео в своих аккаунтах Instagram, ВКонтакте. Ссылки я оставляю внизу в описании. Можно заходить, смотреть. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч.